еще? Кто еще у нас первый раз? Вот, ребята, вы не первый раз. Не вы были. Они были, да? Да, это же были. Они у нас перед Новым годом были. И на 14, да, были? Нет, перед Новым годом мы не были. А, это не вы были. 14. На 14 были. Вы еще вместе? Наташа, Руслан, да? Ярослав. Ярослав, прости, пожалуйста. Наташа, Ярослав. Так. Вы в Тиндере познакомились, да, если я не ошибаюсь? Не, мы тогда... короче, он пришел пиво к другу попить. Таня, ты отжал у друга девушку. Ты вот этот человек. И с другом вы типа как будто дружите. Ты у него... Сейчас, ты спросил, можно? Он такой, да, пожалуйста, забирай. Наверное, подумал про бокал пива просто, правильно? А ты Был важнее бокал. увел девушку. Понятно. Так, и вы до сих пор вместе. Ну да. А что друг? Жив? Не повесился еще за лет? Не знаю. А, вот так вот вы Ну, относитесь к может, людям, да? я думаю, что с таким вопросом надо к Ольге обратиться. Может быть, они видели его на Новый год. Это был, наверное, он. Понятно. А у них какие-то проблемы были? У вас были проблемы? У нас сейчас есть проблема. О, давай. О. Давай, Наташ. Так, Наташ, какая проблема? Да ссоримся почти каждый день. Так это не проблема. Да, ну, как сказать. А какая проблема? Потому что он ходит или что? Ну, это, конечно, тоже. Олежки номер возьмите. это у них теперь повод для ссоры будет у них. Там просто чатик будет Олежка такой. Значит так, анекдот. А почему ссоритесь? Да. Да по разным причинам, но в основном, наверное, я много мозги выношу. и там- Так если вы знаете, вам Ты просто мозги нравится? выносишь? Нет, я просто не могу остановиться. Не могу сказать, так приятно выносить мозги. Ярик, а ты уже безмозглый становишься. А он почему? поэтому ссорится, он бы не хотел, да мозгов нет уже все. Наташ, а чем ты выносишь мозги? Вот скажи. Ну не знаю, меня просто начинает все подряд раздражать. Все подряд? Ярик иногда, да? Ну, да, не знаю, кто приходит, там, давай Сидит в ресторане, вот это вот а в я баре говорю, рядом. а давай ты меня не будешь трогать, я хочу быть одна, там, не знаю, пойти повышивать, вообще. Повышивать? что-то. Да, я много чем рукодельным занимаюсь. Наташа, сколько тебе лет? Прости, пожалуйста, ты молодая. 22? 21? Угу. Ну рано тебе рукоделием заниматься. Ну, я вообще-то лет с 15 рукоделием. 15 рукоделием занимаешься? Нифига себе. Это тебя успокаивает, да? Это хобби? Да, я просто, ну, там, что надо руками перебирать, чтобы успокоиться. Я вообще, если психую, то я иду убираться, это самое классное. Кстати, Оля, запишите. Не надо таблетки выписывать, идите убираться. Вот, человек психует, там, нервы у него. Я с неврологами на «ты» вообще. А, на ты, да? Вы Так, так может быть, Ярик специально тебя вывешивает, понимаешь? Он такой смотрит, все грязно. Сейчас я вынужу ее прибраться. Быстренько носок на пол, чпоньк. Скажи, а вот предыдущего парня, который вот клиент, ну вот, неврологов, он тебя тоже бесил? Да. Так. Подумай. Подумаем, может быть, женщина твоя? Я не думала знаю. уже об этом. Да, думала? Я думала, что может отношения, да, в принципе, не мои. А ну блин, 23 минут, пожалуйста, ты что? Ну. Я понимаю, что она рассказывает, но мы как будто сейчас Ярика топим. А, да, Мы я как будто, типа, может, женщина, Ярик такой, да, спасибо, пацаны. А мое? Где? Ярик, а что ты скажешь по этому всему поводу? Без мата или с матом? С матом говори. Смотрим, конечно, с матом. Мы Давай, только чтобы собрались. душевно было. Охуеваю. И все? Ну да. Ну, она тебе мозги выносит, подтверди, да, нет? Ну, чаще она, да. Так, Чем что? сейчас мы сделаем вопрос. Ярик, смотри. Мужчины, которые в отношениях сейчас, поаплодируйте, кому ваши жены, девушки выносят мозги. Что? Меня на видео снимают, я не могу. Вот он, ну, Дима, что ты, ну, Ладно, вот. он просто Периодически вы жены можете, конечно. нету. Так она посмотрит потом. А, я понял. Я уже ей написала. Да. Я уже сфоткал. Уже сфоткала? Уже скрин отправил. Нормально все? Не выносит? Все отлично. Ага, да. Я все. Да. Я понял. Да. Там уже синяк, да, под Может, мы губой? сегодня только познакомились. Давай другой вопрос. Девушки, самокритичные, конечно же, поаплодируйте, когда те, которые выносят в отношениях всяким парням периодически мозги. И муж говорит, Тихонечко. так, Ярик, ты был давно, да, Ты был давно? До Наташи был в отношениях? Нет. А, так вот, почему, ну, ты так реагируешь. Да. Вот смотри, Он тебе сейчас расскажет. Я вам больше того скажу. Скажи больше, что. Мы второй раз встречаемся. Он осознанно решил вернуться в это все. То есть, значит, ты уходил от нее? Я уходила от него. А он вернулся? Он Как, ты ушла, а он дождался. вернулся? Это в смысле? Нет, он в смысле дождался, он действительно
действительно хотел снова такие же отношения. Ну, Вау. получается. Прям такие же, он сказал, можешь вести себя так же. Нет, ну, Такая, я ухожу, меня все бесит. Он такой, вернись, пожалуйста, мне все нравилось. Я не могу здесь, в тишине, да спокойно, мне не нравится. Можешь, Слушай, пожалуйста, дальше. Ярик тебя любит. Это факт. Да. Ну, Ярик, это правда? Ну, естественно, я здесь сижу. У него рука привязана. Ты видишь, он сидит даже вот так. Он не может вырваться. Ой, Ярослав. Ну, то есть тебя напрягает то, что он тебе выносит мозги, да, получается? Да, не то, что... меня напрягают. Тебя напрягает, что ты ему выносишь Да, мозги? меня Вот напрягает, это что мы проблема, постоянно конечно. ссоримся. Я не хочу ссориться, но я очень вспыльчивый человек, очень эмоциональный, болтаю много, и вообще я такая, как вулкан. Болтаешь много? Да. А вот Ярик говорит тебе иногда, ты много болтаешь, Наташа. Нет, он сам иногда очень много болтает, больше, чем я хотела бы слушать. А что, типа, просто бесит, что просто в процессе разговора что-то делает, или что? Просто в процессе разговаривает, или он лишнее говорит что-то, вы друг другу, типа? Ну, просто мелочи какие-то, оно друг за друга цепляется, и, короче, и начинается... Молодежь. Молодежь. Просто нервная система сейчас такая расшатанная, и вот что-то где-то чуть-чуть раз кольнул, два кольнул, и все, и я сзади. А вы оба такие вспыльчивые, да? Взрывные Да, такие, да? Да? Ну, эмоционально. Ярик, видишь, сидит, смотри, вспылил. Да, это... Орет. А это он прикидывается. А, да? Он на людях пытается казаться спокойным? Но он эмоциональный, может разозлиться очень сильно. Резко, а потом так же быстро. Хорошо, а Это к невропатологам, возможно, надо, кстати. Если вы резко вспыхиваете, потом ну, быстро успокаиваетесь. попробовали в пик своего какого-то возбуждения, какого-то эмоционального, просто не общаться с человеком? Например, взять грушу, завести и написать, например, Ярослав. Я пробую вообще куда-то уйти, мне одной надо побыть. Но он же приходит и допытывается, а что случилось? А что тебе не нравится? А что ты расстроена? А что ты надулась? А что ты куда-то ушла? Шутки какие-то, это она его бьет, скорее всего, в этот момент постоянно. Да? Озвучивает. В смысле, да, я в тебя подушкой только кидаю иногда. Железный. Да. А он вспыхнул и успокоился, типа, да? Типа такой, да пиздец, невыносимо люблю тебя. Не настолько быстро. Но примерно да. Ну, на самом деле, это мелочь. Это же глобально не... Но если ты пошел на этот шаг, то есть ты сознательно выбрал инквизицию такую, Да. вот, ну, значит, тебя устраивает, правильно? Такая вся. А, или тебе просто нравятся абьюзивные отношения, возможно. Да нет, скорее нет. Он еще не знает, нравится они ему или нет. Это же первое. Нет, так второй раз пришел, он вернулся к ней. Значит, он такой, ну, подсознательно ему нравится. Может быть, он просто дома что-то забыл, ни хера дойти до сих пор не может. И такой, Наташ, давай повстречаемся второй раз. Где-то спрятала. Да. Ты просто скажи, что ты ищешь, и все. Ну, и всё, да. Где мои носки? Я сижу в разных. Да? 3 года уже. Я к тебе вернулся из-за носков. Ай, блин, Ярик, ну блин, ну знаешь, но, вообще есть такая тема, синдром жертвы, когда человек, которого подсознательно, ну, вот которого абьюзивные отношения, абьюзивные это когда, ну, насилие какое-то совершается, то есть постоянно ты жертва в этих отношениях, и если человек возвращается в эти отношения, он их подсознательно ищет. То есть фишка состоит в том, что он не то что не делает выводов, то есть ему нравится в таком состоянии быть, но он не может это признать. А если он признает, ну, как бы он подкаблучник. Не, просто... Поэтому будь мужиком, не признавай. Нет, Будь абьюзивным подкаблучником, вот таким, я не знаю. это я абьюзер. Да. Даша, Так. Даша, а Денис точно в автошколе работает? Да, я тут эту манишку. Не, я не думаю, я думаю просто, что ты там работаешь где-то психологом или каким-то психотерапевтом такой разложишь. Да, ты очень презентабельно выглядишь вообще-то. Наташа, Да. а ты там почему так решила? Потому что Он просто в роль вжился. Да, в роль вжился. Да. Он вжился. Да, Не, ну, стоп, подожди, но у меня Это другой простая вопрос. ситуация, Да, простая бросай, стоп, Севечки. Вот мне интересно. У меня вопрос, но ты же вернулась, Наташа. Не он вернулся, он же остался, ты же вернулась. Ты что любишь, типа? Ты почему ушла и почему вернулась? Ты же приняла решение вернуться. Ну, ушла я, потому что Ярик был жестким альфонсом. Сидел на шее у меня и у моих родителей. Я не вывезла просто. а ему- Она ушла, он остался у родителей на шее. Посвободнее стало. А я ж не хотел спросить, Ярику 13 было тогда или что? Ну, Он старше меня. А сколько тебе, Ярик? Сейчас 22.
Старше. Он Вот старше просто, меня, конечно. Блин, мне было 13, ему 14. И он был якорем для моих Да родителей. ладно, неужели я так плохо выгляжу, что вы такую разницу даете? Не, просто дело не в этом. Дело просто в том, что... то есть тебе не надо, что он по-моему, на нормальной работе работает. Ну, Он, когда мы в прошлый раз виделись, был строителем, но теперь уже нет. А кем Кем ты ты стал? теперь Айтишником стал? Нет, теперь он работает у моего отца. Кем? Отрабатывает еду, которую тогда жрал? да. А кем ты работаешь у отца? На складе. А у отца свой склад? Ну, у меня отец бизнесом занимается. Я у него... А первый твой парень тоже у него работает до сих пор? Нет. У него же суд такой может работать. Первый мой парень был айтишником. Я У тебя стартап. Тут просто замена. Там батя капал, говорит, я не могу его убедить к себе на склад устроиться. Говорит другого. Да. Она такая приходит, говорит, Наташ, смотри, короче, тут что-то хавать ходит еще. Что за тип? Это мой парень, не обращай внимания. А у них просто на холодильнике склад написано. И он такой, Ярик там работает. это моя работа. Я зал складом, ребята. Пожелайте, если что ко мне, Ярик к вам больше не придет. придет. Он там лучше, там Наташа решает, что там, ну. Наташа приведет. Она ему кредитную карточку, там бабки с нее снимает. Я Не думаю, даже нравятся Там активные снимать отношения. нечего. снимать нечего, понятно. Кладет, значит. Ну. О, Ярослав. Так, ну хорошо, работает, вы устроились на работу к ее отцу. Решили завязать более крепкие семейные узы, правильно. Наташа, в итоге вы ушли и вернулись. Ну, он сидел на шее у родителей. А как, типа, вопрос решился, и он устроился к папе на работу, и такая, можно возвращаться. Да нет, он тогда просто работал строителем отдельно, он съехал от своих родителей, перестал сидеть у них на шее, перестал у мамки выпрашивать деньги, чтобы подарить мне подарок на 8 марта, что меня лично очень сильно угнетало тогда. А ты не рассказывай в следующий раз, когда у мамы деньги просишь просто. Я такое ощущение, что Ты я в попросил, классике сижу. попросил, подарил, сегодня еврей. Я у мамы попросил, вот тебе подарок. Ну это примерно так и было. Я 3 Просто месяца говори. собирал тебе на наушники, вот тебе на Новый год наушники. Вот. Все так делали. Все так делали. И да. наварил, да. И Да. Ну, собирал, он хотел показать тебе свою любовь, что как он, ценит тебя на самом деле, типа, что он целых 3 месяца ради тебя, типа, это все делал. У меня есть, Вот. да, у меня есть На самом деле. простой прием. Назови 3 самых классных качества Ярослава. А ну 3. Что так много? Одно не могу сказать. Назови 3. Ну, он добрый, заботливый, ну, да, Третье. Еще три. красивый, Добрый, заботливый, Добрый, красивый. красивый. Ну красивый это не качество. ответственный. Ну все потому, что ты сказал неответственный. Ну, Или он да. просто... Не знаю, но он вас на склад устроил батя, а там кого попало не возьмешь. То есть тебе нравятся 3 эти качества. А вообще много качеств тебе нравится как человека Ярослава? Ну, мне нравится с ним общаться, у нас много общих интересов. Особенно когда ругаемся, так прикольно. Ну то есть, смотри сейчас, Наташа, ты назвала чего, за что можно держаться за него. Ну то есть... Поэтому я держусь. Вот, мы спасаем твои отношения. Вот, я просто про то говорю. Ярик, мы не будем перечислять те качества, которые нравятся Наташе, там где 3 тома, вот, особенно, что ты вернулся 2 раз. На самом деле, в отношениях всегда конфликта не существует. Это нормально, тем более, когда вы молодые, вы притираетесь друг к другу, тем более, когда он альфонс, это нормально. Ну, я прекрасно Красавчик понимаю. Ярик, мы тебе завидуем все Да, здесь. красивый альфонс. Уходи с работы, продолжай дальше сидеть на шее. Нормальная тема, поверь. Все этого хотят. Я знаю, но это так не работает. А потом в стендаперы пойдешь. Ну, чуть-чуть поднатаскаешься, мы тебя возьмем. 38, как я. Ну, это какие-то деньги будет приносить. Уже, ну вот я что-то... Кем она работает? О, Менеджером у папы. Менеджером не работает. Наташ, кто должен зарабатывать больше? Ты, в принципе, в твоих семейных отношениях в будущем, вообще модель семьи, кто должен зарабатывать больше, ты или Ярослав, к примеру? Или модель просто какая-то. Или просто бабки Или просто модель там где-то. Вот в этом-то и проблема, что Какая? у меня как бы такая а-ля биполярочка. Я такая... Биполярочка. У тебя биполярочка? Да, это проблема. Наконец-то разобрались. Сейчас я не Наташа, я Олег. Я всю жизнь доказывала, что вот надо 50 на 50 с мужчиной там тащить, такое, а потом... Кому ты доказывала? В 7 классе учительнице? Одинокой, которая... Нужно 50-50, если что, 50 на 50. Какая? Ты это приходишь щит. домой, ну, я в 10 классе зарабатываю. Что там вообще такое? Что я зарабатывала в 10 классе? Смотри, Наташ, на самом Баллы хорошие. Так, И ну. тоже, кстати. Ну, то есть ты считаешь, что модель такая, какая правильная в твоем Ну, лично для меня сейчас, это чтобы было хотя бы там 70 на 30, и кто-то все-таки... В его пользу. Да. Ну, чтобы он больше зарабатывал. Ярослав, твоя модель какая? Кто должен зарабатывать в семье деньги? Мужчина. Почему ты не зарабатываешь?
Не, ну Не, так у них мужчина зарабатывает себе А, деньги. батя? Ну, Батя? да, у них батя. У него модель сложилась, да. Он такой, в семье мужчина зарабатывает деньги, все в порядке. смотри, то есть мы доходим до самого главного. Видишь, Ярик, самая главная претензия не то, что она там постоянно ходит вяжет там или что-то делает, рукоделием занимается. Претензия в том, что ты зарабатываешь мало, меньше, чем она. Ты хочешь зарабатывать больше, чем она? Да. Ты хочешь это делать. То есть, смотри, сколько мы тебе даем, допустим, Наташ, сколько мы ему даем времени в том, чтобы он зарабатывал больше, чем ты? Ну давай, здесь сейчас мы это говорим этот срок. Ну, 1,5 года. Расслабься, братан. Ты можешь месяц, 5 Ну, год, 5 месяцев. реально. Установи себе Вов, поиграй пока, у тебя время есть. Либо там подписка. Да, вкладывай в биткоин, там, ищи себя. Ярик, 2.4 вышло, нормальная тема, бацаешь. Ну, прошлый бывший меня 1,5 года покормил завтраками, что он устроится на работу. Ну, пожрала, нормально. Нормально, 1,5 года завтраков. Наташ, смотри, Люди в отелях в Турции за это бабки платят, чтобы 1,5 Смотри. года завтраков давали. смотри, я предлагаю такой вариант. Если Ярик действительно, он тобой дорожит, но по-другому невозможно. То есть он, скорее всего, тебя любит, это факт. Ярослав, как мужчина, как он сказал, он хочет, чтобы он зарабатывал больше. Не ты меньше, а он больше. То есть фишка понятна, да? Не она же 10 гривен зарабатывал в месяц, а ты больше. И Ярославу мы даем 1,5 года, чтобы он это реализовал, правильно, Ярик? Да. Ну ты же этого хочешь? Ты этого добьешься. Все, а на самом деле вся остальная она придет, получается, ты его за его качество больше любишь, чем за то, что он пока не может зарабатывать больше денег. Но он и молодой, ему 22 Ну, года. смотри, на самом деле от того, что он больше начнет зарабатывать или меньше, он же от этого хуже и лучше не станет. Ты же его как человека воспринимаешь в целом. Поэтому, ну, А батя деньги кормит нужно. и хорошо. А ты просто испортил мой совет. Ты просто по-тихому попроси батя, чтобы он меньше ей платил. И все, скажи, пусть сумма будет, в общем, та же. Просто перераспределить 30 на 70. Например, она получает, не знаю, там, допустим, 3007. Поменяй, пожалуйста, местами. Урежь Ну, ей, добавь мне. да, да, пусть сумма та же останется. И она будет счастлива. Смотри, Ну, на самом деле, я тебе так скажу, Ярослав, вот ты когда будешь получать хорошие деньги, ну там такие, чтобы ты мог, допустим, ты же любишь Наташу, и, допустим, взять, сделать какой-то ей прикол, который, например, она давно хотела, ну, условно говоря, повезти куда-то, отдохнуть. И ты На будешь, диван опять, например, да. сюда прийти, ну 150 гривен, это, ну, ну, ты бабки. можешь себе позволить на Да, секундочку. я даже знаю, кто заплатил. И батя. Нет, на самом деле, когда ты почувствуешь, что ты даришь любимой женщине какой-то подарок, не тот, который она тебе говорит, носки, вот, ну или чулки, а тот, который она бы хотела, но она, ну, понимает, что она не может честно сделать, то ты почувствуешь огромное удовольствие в этом и увидишь, какая она счастливая. А для тебя, если ты ее действительно любишь, это будет еще больше мотивация просто зарабатывать больше денег. Ты поймешь, что эти деньги, они дают тебе не только пожрать возможность, но и сделать приятно любимой женщине. Это будет, я так считаю. Ну, подумай над этим, и 1,5 года у тебя есть, не зарабатывать, пни его нахуй тогда, и все. Но сначала приди сюда, может, мы другой совет дадим. Сначала Давайте, ребята, разберемся. поаплодируем, они открытые, вот такие Да, классные, класс, позитивные. да, классно, ребята, нас видели. Ну, вам посоветую нормальную тему? Да. А ты, конечно, Нет, самое главное, что вы можете это обсудить, это очень круто. Это говорит, что у вас очень перспективные отношения. Можете об этом говорить спокойно, никто не сидит, типа, ну, все хорошо, просто... Спасибо вам большое за то, что открыты такие. Да, это круто.